Друзья, всем привет! Итак, продолжаем. Так, что у нас там новое задание появилось? Уничтожить колонну. Давайте попробуем, наверное, танки там. Ну, сейчас хоть не экстрим какой-то, что нормально. Так, давайте здесь поближе. Так, если колонна, то давайте возьмем базуку нашу. Может, там не понадобится, думаю. Так, гранатомет оставим. Ладно, все нормально. Менять ничего не будем. Все, начинаем миссию срочно. Страшняк прям вообще. И посмотрим, что же там колонна такая, которая будет собираться в аэропорту. Однако. Ну это хорошо, если они там все соберутся, а не нам не кататься, не искать. Хотя, думаю, нам придется покататься. Че, все они там по-любому не соберутся, туда смотается. Либо искать опять. Так, советы, действия, мусорные баки. Ни разу там не был, кстати, надо залезть и посмотреть, что там вообще. Туалет. Ладно, начинаем. Эпизод 41. The CFA are assembling an armored column to the north of Nova Braga Airport. Your job is to wipe them out. Listen to the tape for the contract details. Just be aware that the column's commander served with 5 Commando and later made a name for himself in South Africa's 32 Battalion. He's a hardened veteran, so don't take him lightly. Boss, I have a report from the intel team. The targets are now on the move. I've sent their predicted route to your iDroid. Check your map. Непонятно, кого он едет. Реально мне не пушки стрелять посмотрел. Раз постреляли, второй не бывает такие задания. Взорвали танк. Там БТР. Я думаю, там 2 БТР. Ну, он базук там прокачивает. Пару минут. Кто стреляет? Там на букву становилось. Так, ну все понятно, без танков остались. Если мы шагоход взяли. Шагоход, то груз припасов, транспорт. Ладно, давайте еще раз танк. Распределяют, там уже вызовем шагоход, только уже не стрелька с ракетами. 4 залпа не схватит. Вот это надо. Ну тут и этот едет. А, он встал, стоит теперь. Этот едет сюда, отлично. Здесь кто-то. Что, здесь место встречи, что ли? Аэропорт где? Вот он тут. А, они все в аэропорте, здесь у них. Значит, сюда должен поехать.
Да, там место встречи. Но один там выжили спасать, остановился. Так, ладно. Отлично. Так, ну как двигаем, не обязательно загадка. Ты сам ждем. Машина покажи. Вот если бы ты там нам фокус. Конечно, у танка урон читает поменьше. Ну, это танк стандартный. Урон пошел по мне. Больно стреляют, да. Что, все послушай, что ли, прокачивать, что танк у нас взорвался. Даже не может пройти. О, щет. Хорошо, побольше. Если свинья. Забрали его, честно. Вертолет. Поддержка самолета. Support helicopter requested. Назад не засадили. Надо летать, конечно. Нам будет куда. Хороший прикрытие, где наш. Пока наш соприкрытие. Don't try to take down a gunship from the front. You won't win in a head-to-head shootout. Try to get behind it and take it down with missiles. Промажет он, садится на него. This is B-Quad. Approaching position. Разворачивается все отлично. Бомбежка. Кого? Prioritizing elimination of enemy threats. Ракеты пускай. Даже ракеты есть. Что, взять, прокачиваю ракеты, что ли? Ракеты стреляют. Так, ну ладно, давай, побежал, по-моему, давай, полетели. Кто будет встали? Надеюсь, 4 залпа на хватит. Shot down the chopper. Already a backup chopper. Какая-то вертушка. Call it from your iDroid. Странно. Как из сбиться, вниз там броня у нас. Сильно броня. Какая-то конечно. И вот он. Так, где наша машина? Fire at will. Enemy presence detected. The map has been updated. Я 2 танка поставил. Денежку снимают. Денежку кто там? Это танк. Ну остановись. Да, не останавливайся.
Там кто-то не был. Снаряд. Он же остановится, пожалуйста, по-любому. Ну, стрём там не жарит. Там конец есть. Снарядов не спадает. Ты ждать, что поедешь? Будешь останавливаться? Enemy presence detected. The map has been updated. Если не катаешься, то не будет. Ну да. Здесь он заехал. Покатается по аэропорту. Ну, ну, прыгни. Не успокойся. Так, ладно. Пережать, сказал. О, у нас остановился ништяк. Все, вызываем припасы. Припасы. Припасы или гранаты? Supplies requested. Гранаты. И пойдем тогда рашить аэропорт. Там явно не один танк. Supply drop complete. Позицию не видно. Хулиганка. Так, у нас снайпер там. Это не наш снайпер. Рядом проникновение. Конечно, стол с собой снежите. По центру не пойду. Пока их уйти, надо рис съесть. Спина. Stay low and crawl along the ground. That should enable you to sneak past enemies. Там что наши стоят. Никого не нашла. Так, молчу, не молчу, не. Не спокало. То есть это все. Не уйдем. Он больно бьет. Забор нет сейчас. Нет. Ну, сюда что ли? Задача. Ой-ой-ой. Сейчас посидим. Облегчу душу свою здесь. Ну иди аптечками, советую лучше. Все, там кончилось. Я побил на другу. Это видели?
вот это произошло нам. Кассетку забираем. Слушаем. Саундтрек. На место спокойствия. Начинаем постоянно ну что, можем отсюда так? Техники. Ну, там крыльки должны быть, забрать. С охраном была на вот забота, не будет забрать. Будет не забрать. Еще. Это заберем. Сколько ты здесь не знаешь? После станков. Вроде распытались. Может потом на алке подтянем. Ну, большой прописал, не сбивался. Бардак. Можем пробить. Его нет. Реально что ли? Сейчас перебил, что ли? Классно. Трио. Закрыто. Конец света. Да? Ну, там это не касается. Табана, убираться, видеть, слушаться. Нашли. Нам надо подпрыгнуть зону. Техника всегда. Здорово. Просто надо было выйти оттуда. Так, получен сотрудник. Ага, уровень 35. Extraction arrived at Mother Base. Mission complete, boss. Да, поддержку вызвали, нам, конечно, специально немного. Ну ладно. Хотя для чего мы эту вертушку вызывали? Я думаю, она как-то пару раз шмальнет. А она турельками начала стрелять за ним. Так, награды. Кассетка и сотрудники.
Здесь есть солдаты. Добровольцы, добровольцы. Откуда вы столько понавозили-то? Всем платить надо там. Boss, as we suspected, the mastermind behind the kid's escape was Eli. Ну, It's понял, hard to believe, but apparently he'd been plotting an armed uprising against us. He could be hiding something else too. Ocelot's gonna press him for answers. Get back here as quick as you can. Ага. Значит, мы на базу возвращаемся. Что-то там опять это малыш наш шалит. Как прыгнуться в седле? Понятно. Что же? Так, что, на базу мы уже вернулись. Отлично. Смотрим. Where is he? I told you, your father's not here. They're back. Yes, they're back. But don't get any bright ideas. Your quarters are under full surveillance. Your weapons privileges have been suspended. No more uprisings for you. Пересложно. Did you really think it would be that easy, Commander? You'll get your boys back. They'll even see the boss too. But first, I need to know what you sent them to do. They wanted to leave. To their homelands. They wanted to go home. That's all. So they were just homesick then. Not quite. Military warlords, PFs, the armies that murdered their families. Cousins, brothers, parents. They all had someone they wanted to kill. Опа. I told them, last chance to face the world with no regrets. Last chance. You better be ready for your drag back here. Ready to face the world as enemies. Я надо что-то. С нами стоял. Так, это чего же что ли? Политронов, что ли? Ну, так, в порядке, а он-то нажал, нет. 8. I'm not like you! Опа. Goodbye, father. I don't need you anymore. Зачем если поприкали? Наш вертолет. Ты что, так умеешь? Хрыму-хрыму. Was Ralph really an accident? Or did Eli just rig it to stir up the boys? Either way, he had to have been planning for this all along. Bidding farewell to the world. Таким, этот здоровяк нужен, что ли, был, этот робот или что? Ну, явно не вертолет на базе, они у нас ничего не взяли. Потусовались, там и свалили. Робота забрали и все. Ладно. Развязка еще впереди, обо всем мы узнаем еще. Хер с этим роботом. У нас там есть какой-то
типа танка, ну, правда, мы что-то на нем не можем пока покататься. То есть нам не дают. Boss, we're looking for the kids in Sahalanthropus, but there's still no sign of them. We don't know if the chopper pilot is alive either. What have we gone and put in the hands of those kids? We don't know how bad this is until we find them. Also, regarding our concerns about Eli, I finished looking into whether or not he's a product of that project. I have an answer. I put it on tape. Give it a listen. Кассету нам дали. Boss, I've updated the mission list. We've received some new job offers. Новый The контракт. details are on your iDroid. Понятно. Или местоположением наша база нужна была. Да, навряд ли. Ладно, не будем гадать. Все мы обо всем узнаем. Сначала надо послушать кассету, запись. Так. Это что? Skullface, real name unknown. Born in Hungary, more specifically northern Transylvania, after it reverted to Hungary from Romania. While he was young, the country allied with Germany as part of the Axis powers, but later during the war, it came under Soviet occupation. The Hungarians struggled for independence, but the Soviets came down. Hard. Just like he said, time and again the country was ruled by a foreign tongue. When he was a young boy, he lost his native language, the bedrock for any developing child. Вообще про него нет. His country, his family, his face, his identity, everything was stolen from him. All he had left was his skull. Skullface first tried his hand at espionage during all the chaos from the war. Agents, military officials, and soldiers who operated out of Hungary during the war vanished over the course of several months. This Soviet spy hunt rocked the counter-intel world. Mysterious fatal illnesses, accidental deaths, drownings, people having strokes behind closed doors. Just like Stalin, no one knew who was behind it. But all you need to do was look for who had the motive. They were all taken out by a man without a face. And now we've got an idea of how he did it too. He'd gotten revenge for his people, but he wasn't finished. Skullface defected to the West, eventually ended up with the SAS. That's where he met Zero. It's possible he began planning this whole thing back then. It's hard to say. In any case, Zero made him his XO. He always did have a thing for oddballs. But this one was set to lead a unit no one else would know about. When Zero created Fox, he also formed XOF as a support team. An unconventional special forces unit designed to support Fox, make it stronger, with Skullface given the orders. Zero never even told the boss about it, nor the CIA, naturally. If Fox was Zero's silver bullet, XOF was the recoil when he pulled the trigger, just like Newton's third law. While you were with Fox, Skullface was operating behind the scenes, sometimes as your backup, sometimes as a mole or a scout, sometimes as your cleanup crew. Fox's tale, making sure the mission succeeded and that you survived. We only have his word to go on, but Skullface's goal was revenge against those who'd use language to subjugate people. Those corrupting a people's identity by forcing a new tongue on them. Those using the power of language to control information. Naturally, that set his... Boss, we've got the results of Eli's genetic tests. We can finally put this worry behind us. We used the PCR technique and conducted DNA fingerprinting of the copied DNA sequences. Neither is mainstream science yet, but the concepts and procedures are sound. Both tests say there is 0% chance that the two of you are blood relatives, meaning the results are negative. He's not your son, nor is he your clone. He's just another person. It was 12 years ago that Zero made plans to clone you. Eli's age and appearance certainly are a good fit. I admit the first time I saw him I did a double take, but it looks like we were worried for nothing. Eli isn't your clone, though you might still have one somewhere out there. But if Eli isn't the boss's clone,
Why does he seem so obsessed with him? Not to mention having one hell of an attitude for his age. I don't know. Это точно. Learning the truth about himself, cursing the fact he's a clone, bearing a grudge against selfish adults, and coming to hate who he was cloned from. Big boss. If that were really the case, I could understand it. I might even feel a bit sorry for him. But no clone could have a totally different DNA fingerprint. And the test left no room for error. You yourself were there when we drew Eli's blood sample. Come to think of it, when we went to OKB-0, he'd snuck onto a chopper and was there. Yeah. He was acting strange even then. Or actually from a little before that time. That was exactly when we began these tests. Maybe he suspected something when we drew the sample, not knowing what we were doing to him, and becoming mistrustful of us. Hard to say. Eli's had an attitude problem from day one. So what is he then? Well, if he's gonna tell us that himself, we'll need to get him to open up more first. Однако это будет непросто. Так, ну понятно. Значит, он наш Никон, наш сын и папаша. Так, друзья, на этом-то остановимся и продолжим в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи. Всем пока.